Ло Фэн. Приветствую, глава города Хаоса. Аниме «Пожиратель звезд» полно сильных личностей, которые впечатляют могуществом. Да и Ло Фэн постепенно становится все сильнее. Во вселенной аниме «Пожиратель звезд» сила определяет статус. Среди всех человеческих борцов повелитель города Хаоса занимает 3-е место по мощи. Это уже само по себе невероятное достижение. Но то, что действительно будоражит воображение, это вопрос. Если повелитель города Хаоса 3-й, то тоже первые 2. Какая у них сила? Какое наследие они оставили? Мы узнаем о 2 самых могущественных людях, когда-либо существовавших – первопредок и основатель Великого Топора. Это не просто имена, это легенды, чья сила определила выживание человечества сквозь бесчисленные эпохи. На 2-м месте – основатель Великого Топора. Он не был таким древним, как первопредок, но его сила и влияние также стали легендарными. Он достиг 8-го уровня в царстве истинных богов, уже пугающий уровень. Однако его настоящий прорыв произошел после получения божественного топора, самого мощного оружия в его арсенале. С ним он мог наносить удары, равные 9-му уровню. Он сражался в одиночку против 3 истинных богов. Немногие во всей вселенной были на такое способны. Если первопредок был мастером души и знаний, то основатель Великого Топора – олицетворение физической мощи и ближнего боя. Его боевые техники были величественными и разрушительными, внушающими страх даже сильнейшим врагам. Его стиль боя напоминал мифическую фигуру Паньгу, рассекающего небо одним ударом. Однако у него была слабость – слабая защита души. А в мире, где битвы часто решаются духовными атаками, это оказалось фатальным. В качестве лидера он создал арену Великого Топора, самую сильную фракцию среди людей. Под его началом были 4 лорда Вселенной, и в то время его группа не знала равных. Он увидел потенциал в молодом воине по имени Хун, взял его в ученики и надеялся вырастить из него секретное оружие человечества, последнюю надежду на спасение. Трагически, основатель Великого Топора погиб не в честной битве, а в засаде. Во время исследования области Цинфэн он полагался на неполную карту, которую дал ему Ло Фэн. Это привело его прямо в ловушку. 3 истинных богов окружили его. В итоге Зверь-Мир нанес смертельный удар. Так погиб один из величайших героев человечества. Его смерть стала катастрофой. Без защиты основателя Великого Топора человечество оказалось уязвимо. Другие высшие расы тут же встрепенулись и начали объединяться, чтобы раз и навсегда уничтожить людей. Баланс сил резко сместился не в пользу человечества, и само его существование оказалось под угрозой. На 1-м месте – первопредок или предок Юань, высшее существо, которое знало человечество. Он достиг 10-го уровня в царстве истинных богов, уровня, о котором большинство могут только мечтать. Во времена 1-й и 2-й эпохи перерождений лишь немногие могли с ним сравниться, включая таких редчайших существ, как предок Фиолетовой Луны и Восточный Император. Он был непобедим, несравним и абсолютно доминирующим как в атаке, так и в защите. Предок Юань – первый истинный бог человеческой расы, создатель виртуальной вселенной и, следовательно, компании виртуальной вселенной. Он – причина того, почему человеческая раса стала высшей расой. Он был известен как сильнейшее существо в океане Вселенной, способный на атаки 10-го уровня без отвлечений и специализирующийся на атаках души. Он является учителем лидера города первобытного хаоса, мастера тьмы и мастера ледяной вершины, а также давал наставления создателю огромного топора и мастеру походки дракона. Первопредок был гением, мастером духовных ментальных атак и создателем виртуальной вселенной, пространства, в котором человечество могло обмениваться знаниями, стратегиями и развиваться со скоростью света. Эта система дала людям преимущество в смертельно опасной вселенной.
Он был особенно опасен в духовной войне. Даже лорды Вселенной с мощной психикой и защитными артефактами не могли противостоять его атакам на душу. Одно лишь присутствие его сознания могло уничтожать врагов без единого движения. Влияние первопредка не ограничивалось только силой, он был верховным лидером всего человечества. Воспитал множество лордов Вселенной, направлял развитие цивилизации. Повелитель города хаоса – его старший ученик. Ло Фэн, главный герой, считается духовным преемником первопредка, носителем его воли и идеалов. Однако даже такой мудрый и могущественный человек совершил роковую ошибку. Подозревая, что перерождения скрывают нечто большее, он попытался захватить исконную волю Вселенной. Это было безумно дерзкое и почти самоубийственное действие. В результате он нарушил высшие законы мироздания, и изначальная воля Вселенной наказала его, вечно подавила. Первопредок был заключен, лишен возможности действовать физически. Он стал заточенной тенью среди смертных. Но даже в заключении его разум продолжал существовать в виртуальной вселенной. Он не сдался, давал советы, предупреждения, помогал в кризисные моменты и даже сыграл ключевую роль в победе над зверем-миром. После этой победы Вселенная сдержала обещание и освободила его. Теперь, имея полную картину, расстановка сил становится понятной. Первопредок – абсолютная вершина, божество знания, созидания и контроля над душой, которое подняло человеческую расу. Основатель Великого Топора – Титан-боец, чья физическая мощь и смелое руководство спасали людей в самые трудные времена. Повелитель города хаоса, третий по силе, мудрый и сильный, но все же на шаг позади двух легендарных гигантов. Оба, первопредок и основатель Великого Топора, сыграли незаменимую роль в возвышении человечества. Один создал будущее через технологии и мудрость, другой защитил это будущее с помощью меча и жертвы. Их пути были разными, их судьбы трагичными, но их вклад останется вечным. Даже после смерти и подавления их наследие продолжает вести человечество вперед в мире, где истиной является сила. А что вы думаете о таких могучих личностях в аниме «Пожиратель звезд»? Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!